Никто не вписывался в Российской Федерации в этот беспредел. Вот с помощью масс-медиа создается впечатление, что 140 миллионов человек сошли с ума. Это неправда. Вот. И это все подкрепляет вот этот самый главный вложенный нарратив, что он легитимен, что он Россия, и что это все так и должно быть. Поэтому нету ни одной ни страны, нет ни одного человека, живущего на этой земле, который бы был бенефициаром происходящего кошмара. Если этот нарратив «Путин равно Россия» не изменится, то последствия будут тотальными. Почему? Потому что угрозы применения ядерного оружия будут исполнены. А почему будут исполнены? Потому что мы с безумцем имеем дело. Теперь, если бы у Милошевича было атомное оружие, никакой военной силой доставить элиту невозможно было бы выдать Милошевича. Без того, чтобы разрушить себя самих. Вот мы имеем дело сейчас вот с такой ситуацией. Капитуляция режима Должна быть достигнута таким образом, чтобы исключить применение ядерного оружия. Вот конкретно. Конституция попрана, человек узурпировал власть, вот, и он нелегитимен по этому факту. Вот с этого момента нет ни Российской Федерации как субъекта международного права, нет ни суда, нет ни одного государственного института, который бы был легитимен в Российской Федерации. И надо делать резолюцию Генассамблеи ООН как обращение глав государств и народов мира к народу России напрямую. Первый пункт. В связи с чрезвычайной угрозой существованию человечества, потому что в мире не было такого, чтобы кто-то угрожал применением ядерного оружия, признать человека, выдающего себя за президента РФ, нелегитимным, недееспособным, а все его распоряжения не имеющими юридические силы для тех, кто проголосует за такую резолюцию. Второй пункт – призвать не исполнять его приказы и гарантировать защиту от преследований. Точно так же, как политическое беженство сегодня дают, тех, кого режим там гноит. А третье – амнистию гарантировать тем, кто его выдаст для медосвидетельствования с подельниками с целью привлечения к ответственности за уже совершенные преступления. Вот за такую резолюцию 140 стран проголосуют, которые хотят, чтобы война остановилась искренне, потому что никто не выигрывает. Уже ж голосует и за все, и за вывод войск и так далее. И как только она будет опубликована, сразу же начнется процесс, и Путина вынесут вперед ногами люди, которых мы не знаем. Ничего нового нет в том, чем я говорю. Таким образом разрушали банды. Вот была история, когда глава какой-то Казаностры сошел с ума и дал команду войну с полицейскими устроил. В Колумбии это было или где-то еще. Министр юстиции сразу выпустил официально в газете объявление о том, что он гарантирует амнистию тем, кто выдаст безумца правосудию. А он безумец один. Все же остальные члены банды, никто же умирать не хочет. Потому что все знают, что если ты объявил войну полицейским, все, тебе конец. Раньше или позже разницы нет, ты не можешь их победить. Его вынесли через 3 дня просто. Ногами вперед. Его же подельники. Та же самая ситуация сейчас в России. Нету вообще ничего, там нечего бояться, это моль, это вообще ноль. Мы сами создаем вот этих вот монстров в своем уме, там нету ничего. Другого способа закончить это нет.